Здравствуйте все! Вы на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. У меня после пошива пледа из трикотажных вещей и коврика из мебельной ткани и трикотина остались вот такие обрезки. Я не привыкла ничего выбрасывать, и, конечно же, эти обрезки я сейчас буду пристраивать. Буду шить такую незатейливую вещь, как коврик или матрасик на садовую скамейку. Но не совсем садовая, скамейка стоит на открытой веранде, но тем не менее это улица. На нижнюю сторону коврика я взяла вот такую плотную ткань. Она сшивная, и размер ее 130 на 40. С небольшим запасом я вырезала еще одну деталь. Это фланель, и на нее я буду нашивать свои лоскутики-полосочки. И, скорее всего, она даст небольшую усадочку, поэтому я сделала с небольшим припуском ее. И вот я уже пришила две полоски. В местах стыка я соединила швом зигзаг, взяла очередную полоску, положила ее с небольшим нахлестом на предыдущие, затем следующую я накладываю таким образом, тоже с небольшим нахлестом. И вот эти края я не буду их выравнивать. И вот как она легла, эта полосочка, эта тканюшка, так я ее и пришью. И первый шов я сделаю вот в этом месте, а затем прошью по этому краю. Ну вот, девочки, я пристрочила эти два лоскутика, и мне попался вот такой интересной формы лоскуток, и я его пристрою вот в этом месте. При этом я не буду делать лишних движений, вот эти вот хвостики я не буду отрезать. Я сверху просто наложу вот таким образом и пристрочу. Трикотаж, полотно нестабильное, и его надо очень часто скалывать. Так, ну а потом вот в этом месте я пришью вот этот лоскутик. Он тоже неправильной формы, и он прекрасно сюда подходит и ложится вот таким образом. И так я буду заполнять все вот это вот полотно. И вот смотрите, я пришила следующий лоскут и закрыла его предыдущим. И лоскутики, которые будут ложиться рядом, точно так же я закрою этим лоскутиком. И смотрите, я пришила уже не швом зигзаг, а прямой строчкой. Это будет быстрее и экономнее. Для кого-то это тоже важно. Будут экономиться ниточки. А дальше я подобрала очередной лоскут. Вот таким образом наложила на 3 предыдущих. Вот эти кусочки, их можно срезать. Но я их срезать не хочу. Я не хочу плодить маленькие кусочки, я не умею выбрасывать, а если они появятся, мне опять придется их куда-то пристраивать. И скажите, что вам напоминает эта техника? Все правильно. Напоминает и ленивый Боро, и Crazy Quilt, только что лоскуты здесь достаточно большие, и тем не менее они такие, что их не знаешь, куда применить. Но вот в такой технике они прекрасно уживаются, и можно создать интересное полотно. И вот смотрите, у меня почти готовое полотно. Между лоскутиками появилась отстрочка в виде черной тесьмы. Мне не захотелось сюда использовать тесьму для подшивания брюк. Я посчитала, что здесь широковато она будет. Я взяла вот такой клубок. У меня много старой пряжи, и мне ее надо утилизировать. Я сложила
пряжу в 4 нитки и пришила ее швом зигзаг. Но от косяков никто не гарантирован. Я оставила вот здесь участок, хотя он был до самого конца. Видна строчка, которой пришивался лоскут. Я приложила дополнительно еще 2 ниточки. Вот они, хвостики здесь. И сделала дополнительную строчку. Ну, здесь я то же самое сделаю. Вот эти хвостики затем я перекрою нитками, которые буду пришивать вот по этой линии. Затем я сделаю еще вот здесь. И вот эти хвостики я уже закрою нитками, которые пришью вот по этой линии. Но это для удобства. Ну вот, я все сделала. Шов зигзаг я ставлю на самое большое значение. У меня это 5 миллиметров. При прокладывании строчек полотно будет немножко фалдить, потому что это трикотаж, хотя и на стабильной основе. Но утюжок все поправит, пусть вас ничто не смущает. После отпаривания все становится ровным. А дальше на плотную основу я накладываю слой синтепона. Я его собираю из обрезков, которые остались у меня после пошива одеяла. Ну, а это для новичков. Показываю, что кусочки синтепона между собой я соединяю свободной ниткой. А дальше я все скалываю английскими булавками и под машинку. Я простегала коврик по соединяющим линиям. Так выглядит с задней стороны. Гладить я не стала. Синтепон здесь тонкий, пусть останется пушистость. Ну а теперь я все осноравлю. Я обрежу все лишнее и сделаю окантовку вот такой бейкой, которую собрала из отдельных кусочков. Бейку я брала шириной 5 сантиметров. И вот такой окантованный теплый матрасик, ну, матрасик, коврик готов к использованию, по-моему, вовремя. Ведь и в прохладное время хочется посидеть на воздухе. Если вам понравился этот коврик, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забудьте нажать на колокольчик, а также пишите комментарии, делитесь в соцсетях. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи.